Обычно, когда мы закупаемся продуктами на месяц, часть из них нужно оперативно переработать на полуфабрикаты, потому что замороженные домашние полуфабрикаты позволяют нам больше не тратить деньги на продукты и так сокращают нам время на приготовление блюд. Это еще хорошо тем, что в случае неиспользования их они прекрасно сохраняются до следующего месяца в морозилке. Всех приветствую, дорогие друзья и гости моего канала. Сегодня у меня заготовка на неделю или больше. Купила мясо говядины и 2 курицы. Фарш заранее пропустила через мясорубку в мясном отделе. Фарш весит 5200 килограммов, мякоть 1,5 килограмма. Остались кости, у них много масла внутри, можно использовать на бульон. И 2 курицы. По цене мясо говядины вышло 2300 рублей. Общий вес говядины с костями вместе 7,5 килограмм. А цена говядины 300 рублей по скидке, как постоянному клиенту. И 2 курицы обошлись в 700 рублей. Цена одной курицы 350 рублей с весом 2,5 килограмма. Кстати, напишите в комментариях, какие цены на куры и мясо у вас на рынке. Мне очень интересно. Мякоть режу для плова или супа, убираю в пакеты. А кости тоже убираю пока в морозильник. Они такие жирные, у них получится вкусный бульон. Тефтели ежики. Это очень вкусное, сытное и экономное блюдо, которое наверняка вам понравится. Для простого и доступного рецепта нам понадобится фарш и немного старания. Одну морковь натираю через терку, нарезаю 1 лук, отправляем в ту сковородку, жарим примерно минут 5-6. Добавьте свои любимые специи, я добавила только соль и черный перец. Готовую поджарку добавляем к фаршу, не забываем посолить фарш тоже. Рис промыть и отварить до полуготовности. Добавляем к фаршу. По желанию добавьте зелень, получится еще вкуснее. Все хорошо перемешиваем, отбиваем, формируем шарики. Ежиков можно запечь в духовке, можно потушить их в выбранном соусе или довести до готовности на пару. Это блюдо непременно приведет в восторг абсолютно всех. Отправляем в морозильную камеру на 2-3 часа. За это время тефтельки заморозятся, и их можно будет сложить в пакет или в другую емкость для хранения, не боясь, что они слипнутся. Не забываем и про фрикадельки. К фаршу добавляем специи. Я добавила чесночную соль, сушеный укроп, паприку, измельченный лук через блендер. Все хорошо перемешиваем, отбиваем и скатываем между ладонями небольшие шарики, кладем их на досточку. Все заготовки отправьте в морозильную камеру на 2-3 часа. После заморозки извлеките и расфасовывайте по пакетам, примерно промеряя по порциям. Теперь будем делать колбаски. Это такие колбаски, похожие с таким странным названием чевапчичи. Добавляю измельченный лук, сладкую паприку, 2-3 зубчика измельченного чеснока, соль, перец, 100 мг холодной воды, 20 грамм крахмала любой, чайную ложку соды. Хорошенько вымешиваем. Кстати, перчатки из Fix Price при контакте с холодным на пальчиках укорачиваются и твердеют. Очень неудобно работать. Покупала пачку и выкинула. Набиваем кондитерский мешок. Если нет кондитерского мешка, то в плотный пакет
Отрезаем конец, отсаживаем на доску или специальные дощечки, какие у вас есть. Придаем формы колбаски. Это можно сделать и мокрыми руками, или же воспользоваться кондитерским мешком. Колбаски получаются одинаковой толщины, а длину регулируйте сами по желанию. Тоже отправляем следом в морозильную камеру. Оставшийся фарш я помещаю в пакеты и отправляю тоже в морозилку. Оно мне пригодится для дальнейших рецептов. Теперь приступаю к разделке кур. Отделила куриное филе, голени, ребра. Суповой набор. На этот раз с супового набора буду делать паштет, а шкурки сварю кошки. Теперь мой самый любимый и ароматный гарнир из полезных овощей с курицей. Очень удобный и простой рецепт, когда мясо, в моем случае курица, и овощи готовятся вместе. А благодаря тому, что они готовятся вместе, да еще и в духовке, освобождается время у хозяйки вдвойне. Я нарезала 1 лук, половинку цветного лука, 2 небольших перца болгарского, морковь крупно нарезала. Овощи можете взять любые, какие у вас есть дома, можно и замороженные. От курицы можно выбрать любые части, я использую от курицы ребра и крылышки. К ним добавляю чесночную соль, паприку, соевый соус и растительное масло. Подготовьте рукав для запекания, положите в него маринованную курицу и подготовленные овощи. Завяжите край рукава и подложите дощечку, чтобы удобно было положить в морозильную камеру. Получается очень вкусное, запеченное, почти диетическое мясо курицы с овощами в рукаве. Прекрасное блюдо для обеда или ужина. Теперь замораживаю голени в маринаде. Добавляю немного соли и хочу раскрыть секрет о заправке, которую можно добавить к любым блюдам. Секрет этой заправки, который я не выдаю никому, делюсь с вами. Эта заправка называется чим-чим. Оно предназначено для корейского салата. Я его просто перелила в удобную баночку. Я даже добавляла его на плов, а от плова все остались в восторге. Добавляю чайную ложку чим-чим, 1 столовую ложку растительного масла, столовая ложка майонеза, столовую ложку томатной пасты. Тщательно перемешать, чтобы голени полностью покрылись маринадом. Кладем на дощечку, одеваем пакет или закрываем пищевой пленкой, чтобы не распространять запах. И отправляем в морозильную камеру. Далее переходим к наггетсам. В небольшую мисочку взбиваем куриные яйца. На 1 куриное яйцо добавляем 1 столовую ложку молока. Если хотите, можете взбить яйца миксером или венчиком, будет еще лучше. И подготовим панировку. У меня панировка молотые несладкие кукурузные хлопья. Для приготовления домашних наггетсов возьмем куриную грудку, нарезаем филе на порционные кусочки. Теперь помещаем куски филе в куриные яйца. Полностью обволакиваем кусочки в яйца. И сразу обваливаем куски в панировочных сухарях. Еще раз в яйца, еще раз в панировке. Кладем на досточку. После заморозки можно охлажденные наггетсы переложить в полиэтиленовый пакет, так как контейнер занимает много места в морозилке. Потом достаете из морозилки нужное количество наггетсов и жарите на сковороде с растительным маслом. Или запекаете в духовке. Другую часть кусочков я обваляла в обычной панировке. Сваривший суповой набор вынуть из бульона. Из него в этот раз буду делать паштет.
а бульон процеживаю и разливаю по баночкам, убирая в морозильник. Замороженный бульон удобно использовать для того, чтобы облегчить себе приготовление различных супов или других блюд, в которых вы можете потом его использовать. Представьте, сколько времени вы сэкономите, если сварите куриный бульон для заморозки. Мясо отделяем от костей для паштета. Небольшой лук и морковь обжариваем на растительном масле. Соль и приправы добавьте по вкусу. Натираю пару зубчиков чеснока туда же, жарю на среднем огне минуты 5-6. Добавляю к мясу, добавляю еще чуть бульона и пробиваем через блендер. Перекладываем в удобные контейнеры и отправляем в морозильник. Это отличная альтернатива магазинным паштетам. А главное, вы точно знаете, из чего она сделана. Приготовить ее совсем не сложно. Хороший вариант для бутербродов или тарталеток. У меня уже все заморожено, осталось поместить это все по пакетам. Если вы не знаете, какие полуфабрикаты можно приготовить дома, то начинайте с самых простых вариантов. Это могут быть вареники, пельмени, тефтели, котлеты, наггетсы. Даже если у вас морозильная камера всего лишь на 3 отделения, как у большинства холодильников, то такая небольшая заморозка самый оптимальный вариант. Есть хочется всегда, вот готовить порой нет времени и желания. А если грамотно спланировав меню и потратив всего полдня на готовку, вполне реально обеспечить себя вкусной и быстрой едой на ближайшие пару недель. Вот вам и идея домашних полуфабрикатов, которые можно хранить в морозильной камере. Я вам всем желаю позитивного заряда на весь день. Пусть он пройдет плодотворно и успешно. Подписывайтесь на канал, не забудьте включить колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Ставьте лайки. Всем пока!